Всем привет, с вами Ксюша, и в этот осенний день я просто решила сесть и показать вам свои лучшие находки за 2023 год. Здесь и декоративная косметика, и уходовая косметика, косметика для волос, и пару тюбиков для тела, включая самые любимые духи. Давайте сразу начинать, и единственное, хочу сразу сказать, что все эти средства не являются рекламой, каждый из них выбирала я сама. И первая вещь, она идет вне категорий. Это вот такие патчи для лица, а точнее говоря, пластыри против прыщей. Я решила начать именно с этой вещи, потому что ее я нашла совершенно недавно, и я такая подумала, почему? Как я раньше этого не слышала? Я очень люблю уход за собой, но почему-то это средство всегда проходило у меня мимо ушей, не знаю, я его не замечала. Но недавно из-за гормонального сбоя у меня было достаточно много прыщей, и вот эти патчи стали для меня палочкой-выручалочкой. Здесь такая бумажечка, и на ней прикреплены маленькие-маленькие пластыри. Они все разных размеров, под разные размеры прыщей, и они нужны для того, чтобы убрать какие-то сильные воспаления. Например, у вас красный сильный прыщик, и вы хотите, чтобы он поскорее прошел, то вы прикрепляете этот пластырь на ночь, с утра снимаете, и прыщик уже гораздо быстрее начинает проходить. И это не волшебная палочка, которая как ластик сотрет ваш прыщик, и у вас будет чистое лицо. Нет, это просто классная вещь, которая уменьшает покраснение, воспаление, которая позволяет быстрее пройти прыщику. И далее уже вы сразу же приступаете к тому, чтобы убрать постакне. И, кстати говоря, попозже я вам покажу классное средство, которое с этим помогает. Они есть от разных брендов, что-то очень бюджетное, что-то немножко подороже. Я для себя остановилась на бренде By Wishtrend, потому что ранее я была знакома с этим брендом, и вся их продукция мне нравилась. Первый большой блок — это декоративная косметика. И я хочу начать с тональных средств. Во-первых, открытие этого года стал бренд Herborian. Я думаю, вы, как и я, часто о нем слышали и думали, почему все о нем говорят. И вы мне также часто их советовали, и в один момент я подумала, почему бы не попробовать? Так вот, я попробовала и влюбилась. Сегодня оно у меня нанесено, и после него я чувствую, что моя кожа сияет, и при этом она не перегружена тональным средством. Чаще всего я использую либо BB-крема, либо CC-крем. Вот этот CC-крем, он называется Red Correct, и он как раз-таки корректирует какие-то красные пятна. Он их очень легко корректирует, без какого-либо утяжеления, но, соответственно, перекрывает не на все 100%, но это мне и нравится. Эти BB-кремушки используются у меня чаще всего, и я наношу его практически на все лицо при помощи влажного бьюти-блендера. Повторюсь, мне очень нравится влажный финиш, он такой сияющий, знаете, кожа выглядит здоровой, красивой и ухоженной. Единственная проблема, как мне кажется, что у них не так много оттенков, поэтому не в каждый период года мне подходили эти тональные кремы. Если говорить про бюджетные находки, то в этом году я забежала в торопях в магазин косметики, и мне срочно нужен был какой-то консилер, корректор, который будет перекрывать синяки под глазами. Так как у меня было мало времени на выбор, я решила остановиться на чем-то очень-очень бюджетном, чтобы потом не жалеть о том, что я в торопях потратила деньги. Мой выбор пал на консилер от Art Visage, у меня в 101 оттенке. И знаете, этот быстрый заход в магазин принес мне очень классную находку, которой я теперь делюсь с вами. В отличие от Herborian, который я предпочитаю такие легенькие, наносить на все лицо, вот этот уже имеет более плотную консистенцию, и я наношу его конкретно под глаза, плюс на какие-то прыщики. Он хорошо их перекрывает и при этом как-то подсвечивает кожу. Если я не ошибаюсь, то в описании к нему даже написано, что он светоотражающий. У бренда Art Visage мне понравилось еще одно средство, это гель для бровей. Он вот такой зелененький, потому что идет в коллаборации с золотым яблоком. Вначале мне показалось странным, это то, что здесь такая маленькая, коротенькая кисточка, то есть она размером с ноготь на мизинце. И я думала, что им будет неудобно пользоваться, но на самом деле он хорошо придает форму бровям, но единственное, как и со всеми подобными гелями, его приходится наносить в 2 слоя, может быть даже в 3, чтобы они держались прямо железно. Но если говорить о соотношении цена-качество, то это определенно превыше, чем его цена. Второе средство для укладки бровей, и знаете, это вот не знаю, это то самое средство, которое я искала годами. Оно от Anastasia Beverly Hills, и небольшая предыстория. Об этом бренде я мечтала с подросткового возраста. В то время я думала, что вот я вырасту, и я обязательно это попробую, потому что когда я была маленькой, у меня, соответственно, не было столько денег. И вот недавно я вспомнила об этой самой мечте и решила ее реализовать. И насколько я была удивлена, что вот с этим средством я попала прямо в яблочко. Здесь основной плюс в том, что это средство не нужно смешивать с водой. То есть конкретно в мыле мне это не нравилось, что это слишком сложно, что нужно мочить кисточку, здесь что-то мылить, потом это мыло какое-то слишком белое или оно вообще там пенится. Здесь основной самый плюс, что здесь сразу же такой гель, можно сказать, жиденький воск. Я прямо чуть-чуть касаюсь щеточкой для бровей, и
и сразу же наношу на брови. С первого же применения брови сразу же встают так, как вы хотите их поставить, и при этом держатся они так целый день. Хочу сказать, что чем отличается гель от этого воска, так это тем, что при помощи воска можно создать более структурированные, что ли, брови. То есть у них такая более подчеркнутая структура волосков, и помимо стандартной классической укладки можно создать эффект ламинирования, то есть прямо так шикарно зачесать брови. Далее, одно из моих самых любимых средств для лица — это румяна. Я вам уже показывала год назад румяна от бренда Divash. Это вот такой вот тинт. Его можно использовать и в качестве румян, и в качестве теней, и на губы наносить. До сих пор мне нравится это средство, его также удобно брать в какие-то поездки, но единственное, его нужно выдавливать прямо как кремушек и уже распределять. Второе средство по схожим свойствам, которое я недавно нашла, это опять-таки Anastasia Beverly Hills. Здесь вот такой карандаш, который можно прямо тыкать на щечки. Зачем я тыкнула? И далее пальчиком, либо влажным бьюти-блендером вот так вот очень легко распределяется. Возможно, я сейчас переусердствовала. Также я его нанесла в качестве теней и плюс прямо на губы. То есть я вот так вот раз-два делаю и распределяю пальчиком. Классное средство, поэтому я бы скорее сказала, что, знаете, это из рубрики бюджетные аналоги, то есть вот это более дорогое средство, вот это более бюджетное. И небольшой лайфхак, секретик, для того, чтобы румяна в течение дня держались лучше, я наношу сначала кремовые и далее закрепляю уже вот такими вот рассыпчатыми. Благодаря этому румяна лучше держатся и можно даже регулировать их силу, то есть кремовых нанести совсем немножечко и далее уже доделать вот эту вот яркость при помощи рассыпчатых румян. Эти румяна от бренда Rouge Bunny Rouge, и у них такой идеальный оттенок между розовым и между персиковым. Когда мы говорим про косметику, нельзя не обращать внимания на их помощников. Вот такая кисточка для нанесения румян, либо сухих бронзеров. Здесь у меня бренд Go Blend and Go. Очень хорошая кисть, но я не уверена, что она везде продается, поэтому я хочу сказать в целом конкретно про формат такой кисточки. Она плотная, не слишком длинная и при этом скошенная. Именно такой формат мне очень сильно понравился, то есть при помощи нее удобно и вот так вот вытягивать, например, многие любят румянами вытягивать. Также просто наносить румяна. При помощи вот этого скошенного кончика я могу наносить и вот сюда румяна. То есть это такое средство 5 в одном, я не знаю, 10 в одном, универсальное, и если бы я выбирала только одну кисточку, то я выбрала бы вот такую. Если бы мне надо было придумать девиз моего блога, то он бы назывался «Любительница сияния». Так вот, не могла обойти внимание хайлайтер. Самый любимый, который я сейчас использую, это от корейского бренда Clio. Я вам уже о нем рассказывала, но не могла не показать в бьюти-фаворитах года. Здесь два оттенка, такой золотой, более крупные частички, и более розовый с мелким помолом. Вот этот розовый — это фаворит моего ежедневного использования. И знаете, я люблю использовать хайлайтер не только для того, чтобы придать сияние, но и для того, чтобы придать своему лицу объема. В особенности в холодное время года, когда наш загар уже сходит, лицо становится таким серым, таким, можно сказать, один сплошной блинчик. В эти периоды времени я обожаю использовать румяна, скульпторы и хайлайтер. Следующий фаворит — это коричневая тушь. И раньше я думала, для чего вообще нужна коричневая тушь? Зачем она кому-то нужна? А потом я как поняла. Знаете, это тот самый момент, когда коричневая тушь, она не сильно отличается от черной. То есть, если вы ей накраситесь, издалека не будет видно, что это какая-то коричневая цветная тушь. Вот, например, сегодня у меня как раз-таки нанесена эта коричневая тушь. Вся ее суть в том, что она придает взгляду более мягкий вид. То есть нет такого жесткого контрастного макияжа, как с черной тушью. Для себя в этом году я распознала красоту коричневой туши и теперь понимаю, зачем же она нужна. Следующий фаворит, который я вам показывала в своих последних видео про уход за лицом. Ссылки я оставлю в описании, потому что там я показываю и утренний уход за лицом, и вечерний уход за лицом. Там я вам показывала, что сейчас любимое средство для губ — это у меня блеск-уходовый крем от Kika. Не самое бюджетное средство в моей жизни, но оно настолько красивое, настолько приятное. То есть им однозначно приятно пользоваться, то есть так поднимается настроение, и в то же время он дает хороший эффект. То есть я его использую каждый день, я постоянно стараюсь его класть с собой в сумочку. Вот сейчас он у меня также нанесен. Если говорить про аналоги, то аналоги в формате блесков я не знаю, но в формате, если нужен какой-то уход за губами, то на протяжении долгого времени я использовала гигиеничку от Libriderm полужирную. Она спасала мои губы и также теперь, как вот этот блеск, постоянно лежала в моей сумочке. Наконец-то, вторая категория — это уход за лицом. Начну сразу с вишенки на торте. Это SPF крем, который я искала очень долго. И если вы досмотрели это видео до сюда, то знаете, вы сейчас видите джекпот, который я искала годами.
Так, как теперь продолжить-то? Это корейский SPF от бренда Beauty of Jason. Здесь SPF 50, и у крема легкая текстура, как такая эмульсия, которая быстро и легко распределяется по лицу. Он не выбеливает кожу, у меня нет чувства липкости. Да, возможно, какое-то минимальное чувство липкости есть, но это лишь потому, что это просто-напросто SPF. Поэтому он для меня стал идеальным SPF, в котором я пока что не нашла ни одного минуса. Далее открытием этого года для меня стали даже не столько средства, сколько сам бренд. Это корейский бренд Silimax. Мое знакомство с ним началось с линейки, где в составе есть экстракт нони. Нони — это волшебный суперфуд, который имеет кладезь полезностей. У меня здесь сыворотка и крем. Я люблю их наносить на ночь, потому что крем достаточно такой жирненький, плотненький, и они имеют противовоспалительные свойства, антиоксидантные, увлажняющие. Шикарное средство. Когда я наношу его на ночь, я вижу, как с утра какая-то моя кожа совершенно другая, она увлажненная, она красивая. И я замечаю, что даже какие-то покраснения будто становятся менее заметными. Следующее открытие — это бренд Argena. Что-то я так сейчас обратила внимание, и у меня очень много корейской продукции. Конкретно здесь у меня эмульсия с витамином С. И это средство я использую в тот самый момент, когда я не знаю, чего я хочу использовать. Когда моя кожа может быть немножко раздраженная, когда у нее могут быть какие-то прыщики. В общем, в любой непонятной ситуации, когда я не знаю, что нанести на лицо, я наношу эту эмульсию, потому что я знаю, что она не вызовет у меня никаких раздражений. В то же время она не слишком плотная, когда мне хочется, чтобы моя кожа подышала. То есть это такое легкое универсальное средство, но при этом которое дает результаты. Оно подходит для любого типа кожи, и именно поэтому, наверное, в любом состоянии моей кожи это средство мне подходит. Иногда я его использую в качестве легкого крема, иногда в такой микросыворотке. По свойствам это антиоксидантное средство, также оно дает сияние, потому что здесь витамин С. Помните, в начале видео я говорила, что у меня есть средство, которое спасает меня от постакне. Так вот, это миндальный пилинг. Здесь в составе есть кислоты, и я люблю использовать его на ночь. Моя кожа на утро становится какой-то красивой. Вот я не могу даже выделить что-то одно. Знаете, это просто вот смотрю и такая, вау. Он не только борется с пигментацией, он также борется с высыпаниями, воспалениями, угрями. Он дает отшелушивающий эффект. Единственное, у него такой есть минус, это то, что он липкий. Когда я его наношу и, например, сразу же пойду спать, то я буду прилипать к подушке. Поэтому его нужно наносить вечером, в идеале подождать 10-15 минут и, например, закрыть кремом. Это уже моя вторая бутылочка, и еще я заметила, что когда я покупала первый раз, у меня эффект был как будто больше. Не знаю, возможно, у меня кожа стала лучше, поэтому я вижу эффект уже такой немного поменьше. А возможно, к хорошему быстро привыкаешь и уже не замечаешь эффект. Это средство я хвалила все свои последние видео, это тонер для лица. Вот этот тонер от Klairs, он какой-то волшебный, и я уже боюсь его показывать, потому что этот у меня заканчивается, а в наличии я его сейчас практически нигде не видела. Но в двух словах, он восстанавливает pH-баланс, увлажняет кожу, придает даже небольшое сияние и является хорошим проводником между умыванием и нанесением последующих средств, например, сыворотки, крем. Все эти последующие средства дают гораздо больше эффекта, если есть подложка в качестве тонера. Следующее средство, которое я вам ни разу не показывала, и оно у меня почему-то ассоциируется с брендом CeraVe. Оно также имеет в себе один явный компонент, который направлен на одну явную, можно сказать, проблему, и это крем с алантаином. То есть моим фаворитом стал не конкретно этот крем, а компонент, который содержится в этом креме. Алантаин станет отличным другом для обезвоженной, сухой, чувствительной кожи. По свойствам он снимает покраснение, раздражение, ускоряет процесс регенерации клеток. Единственное, хочу предупредить, что такой крем, он достаточно тяжелый. То есть если вы нанесете его плотным слоем, то вы 100% будете чувствовать его на коже. Поэтому мне больше всего нравится наносить его тоненьким слоем на слегка влажную кожу, и чаще всего я люблю использовать его на ночь, потому что в качестве дневного крема он для меня тяжеловат. Но мне кажется, что на осенний и зимний период он также хорошо подойдет и даже в качестве дневного крема, потому что в это время года наша кожа нуждается в лучшей защите и в более плотных средствах. Следующий фаворит, я вам его, по-моему, показывала еще год назад, но в этом году вновь хочу показать, и это термальная вода. У меня конкретно от бренда Aven, и в этом году термальная вода для меня раскрылась иначе, потому что в один момент, по-моему, это было весной, с моей кожей что-то было не то. Она была какая-то сухая, раздраженная. Возможно, у меня что-то с организмом какая-то была перестройка, либо это была реакция на какую-то косметику. И что бы я ни наносила, моя кожа продолжала вот так реагировать, и состояние только ухудшалось. И в тот момент мне помогла только термальная вода. То есть я ее наносила,
как это приятно. Она не давала никакого раздражения на коже, а наоборот только успокаивала. Поэтому в этом году я нашла ей дополнительные свойства, и если вдруг у меня будут какие-то раздражения на коже, шелушения, я обязательно обращусь к этой термальной воде, либо к врачу. Следующий раздел – это уход за волосами. И это те самые вещи, которые я редко, но метко показываю на своем канале. Во-первых, один из самых любимых шампуней в этом году – это L'Oréal для объема волос. Для меня он пахнет базиликом, какой-то свежестью. На самом деле я не до конца верю в средства для волос, которые прям придают объем, потому что ну как, за счет чего? Вот здесь вот шапка какая-то вырастет, что ли? Но если говорить в целом, то шампуни для объема волос, по моим наблюдениям, они как-то лучше очищают кожу головы, и волосы дольше остаются чистыми. Вот этот шампунь у меня полностью закончился, вот здесь вот на дне водичка, потому что сегодня я сюда заливала воду, чтобы хоть как-то использовать этот шампунь. Он чудесно работает на моих волосах, я его использую 2 раза, хорошенько вспениваю, и потом наслаждаюсь и ароматом, и свежестью у корней волос. После него у меня нет перхоти, нет каких-то раздражений, поэтому это скорее такой базовый хороший шампунь, который лично мне понравился еще и по запаху. Далее лак для волос, он вот в таком небольшом флаконе, и на самом деле я думала, что он закончится быстро, но он у меня уже достаточно давно. Его мне подарили, потому что в один момент я перестала покупать лаки для волос, потому что мне ни один не нравился, они как-то слишком склеивали волосы, но когда мне подарили вот этот, знаете, это шикарный лак для волос. Он не склеивает волосы, при этом распыление у него такое мелкое. Чтобы волосы склеились, надо нанести прямо очень много. Поэтому, когда я наношу немного, при помощи этого можно убрать пушок, вот так немножечко сгладить, но при этом волосы остаются живые, подвижные, но при этом приглаженные и ухоженные, такие аккуратные. А еще у него такой запах того, что вы зашли в какой-то магазинчик с разными благовониями, саше, всякими восточными маслами, вот что-то такой восточный аромат со специями. Второе средство, которое я использую, чтобы сделать гладкую укладку, например, зализанный хвост, зализанный пучок и уже вот, знаете, железно все сгладить. Здесь такой необычный фаворит, потому что это мужская паста для волос от бренда American Crew. Здесь осталось совсем немного, потому что Леша ее использует после каждого мытья волос, а я, так изредка беру маленькую горошину, разогреваю в ладонях и вот такими вот ручками наношу на волосы. Все моментально приглаживается, и вот такой вот хорошенький, красивый эффект получается. И последнее средство для волос, которое я полюбила в этом году, это спрей для волос. То есть, по факту, это те самые кондиционеры, которые мы используем в душе, которые вот нужно смывать, но это более удобный и быстрый формат. Поэтому иногда, когда я, например, тороплюсь, либо когда не хочу проводить много времени в душе я использую только шампунь, далее выхожу и на влажные волосы брызгаю вот такой вот кондиционер. У меня здесь 2, они оба хорошие, но единственное, вот у этого у него распределение получше, то есть распыление такое более хорошее получается. Например, о бренде Хидо у меня был отдельный пост в Telegram, я там частенько делюсь тем, чем не успеваю делиться, например, на YouTube. Поэтому также вас приглашаю, возможно, там вы найдете что-то полезное для себя. И последний раздел, относительно других разделов, он выглядит максимально скудно, потому что здесь всего 2 вещи. И этот раздел я назвала для тела и для души. Во-первых, это мои любимые духи. Я вам показывала их только 1 раз, и то так вот ненавязчиво. Это духи от Byredo «Африканский бал». Кстати говоря, я сейчас заметила, что они у меня практически закончились, поэтому буду сейчас отлавливать скидки, промокоды, потому что без скидок и промокодок эти духи прям, дорогие, по крайней мере для меня. Кстати, в прошлый раз я их купила со скидкой аж 50%, это был подарок себе на 8 марта. Этот аромат, вот знаете, если хотите узнать меня немножечко больше, то понюхайте вот этот аромат, и это какое-то вот олицетворение меня, что ли. И еще я его наношу и практически сразу перестаю его ощущать. При этом окружающие его ощущают. И недавно я узнала, что такой знак говорит о том, что духи полностью подходят его обладателю, поэтому наш нос ничего не раздражают, никакие ароматы, то есть наше тело полностью принимает этот аромат, полностью нам подходят, но в то же время окружающие чувствуют этот аромат. Конечно, это немного обидно, что я покупаю духи для себя, поэтому мне хочется его ощущать, но в моменте нанесения и первое время я его все-таки чувствую. Ой, я не могу удержаться и не побрызгаться. Для меня он пахнет чем-то цитрусово-сладковато-цветочным и при этом одновременно другим. То есть такой сложный, приятный аромат, но, знаете, он просто приятный. И редко бывают те случаи, когда аромат я покупаю во 2-й раз.
но это тот самый случай, когда я это сделаю. И второй фаворит в этом разделе — это крем для тела от бренда Зеленский Розен. Раньше, как я вам уже рассказывала, я пренебрежительно к нему относилась и думала, что это только хайп, что, возможно, он какой-то некачественный, что вот даже не знаю, почему его все любят. Но теперь я тоже его полюбила, во-первых, за интересные, уникальные ароматы, во-вторых, за качество, потому что когда я наношу вот этот вот лосьон, у меня кожа такая гладкая, такая мягкая, и при этом аромат распространяется по всей комнате. Конкретно у меня с ароматом персика, и также тут идут дополнительные ароматы: Passion Fruit, муск и другое. Плюс здесь упаковка стеклянная, поэтому когда она закончится, я 100% найду ей применение. Я успела использовать где-то половину, и сейчас стараюсь пореже использовать, чтобы растянуть удовольствие. Это были все фавориты, и мне будет интересно, если какой-то фаворит у меня совпал с вами. Обязательно пишите в комментариях, и почему вы полюбили конкретно ту или иную вещь для ухода за собой. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения, не грустите. Осень — это ведь не только про хандру, пасмурную погоду, осень — это также про уют, про теплый пледик и про уход за собой. Все, до новых встреч, пока-пока!